Всем привет! Мы с вами продолжаем вязать кофточку крючком. Мы уже научились вязать мотивы и узор, а в этом видео я покажу, как соединять их между собой. Также мы научимся обвязывать кофточку и рукава. Соединять мотивы и основной узор будем воздушными петлями. Вот как получится. И поглядите, на каждый мотив у нас уходит 3 вертикальных ряда. То, что нужно. Как соединять так, чтобы ничего не смещалось, я покажу. Видите? Все ровненько. Но еще у меня не отпаренный, не отглаженный вариант сейчас. Если все отпарить, то выровняется и будет очень-очень красиво. Давайте приступим. Вот у нас есть мотивы, вот у нас есть узор. Начинаем соединять от уголка мотива, а у узора соединяем только под воздушными петлями. Снова соединяем мотив столбиком без накида, узор, мотив, узор только под воздушными петлями, столбиками без накида. Я буду показывать очень медленно, чтобы все было понятно. Вот наш мотив. Мы начинаем соединять с уголка. Если мотивы у вас уже соединены между собой, то в уголке находится столбик без накида. Итак, первая рабочая петля. Вот она на крючке. Теперь располагаем ближе к себе мотивы, а дальше от себя узор. Заводим крючок. У меня в уголке под воздушные петли я завожу. У вас там может быть столбик соединительный без накида. Протягиваем петлю, делаем воздушную петлю в начале ряда. И тут же столбик без накида. Все. Теперь начинаем соединять 2 воздушные петли. Берем наш узор. Будем соединять только под воздушными петлями, как я уже показывала. И под цепочкой провязываем столбик без накида. Именно столбиком без накида мы будем соединять. Теперь соединяем у мотива под цепочкой из 3 воздушных петель. Делаем 2 воздушные петли, находим эту цепочку у мотива и под ней столбик без накида провязываем. Вот мы как с вами соединили. Буду прям медленно показывать, чтобы вам было очень понятно. 2 воздушные петли соединяем с узором. Здесь у нас галочка. Под воздушными петлями у галочки провязываем столбик без накида. Вот. Снова обратимся к схеме. Теперь соединяем с вершинкой 4-го столбика с одним накидом. Я нарисовала галочки такие красненькие. Делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. Заводим крючок в вершинку 4-го столбика, провязываем столбик без накида. Вот как это сейчас выглядит. Далее соединяем снова с вершинкой 4-го столбика. Давайте провяжем. Вначале соединим с нашим узором 2 воздушные петли, находим следующую цепочку. Так, с галочкой мы соединили, дальше после галочки идет цепочка. Там соединяем столбиком без накида. 2 воздушные петли, отсчитываем 1, 2, 3, 4. Находим эту петлю, за обе стенки заводим крючок, провязываем столбик без накида. Вот мы еще соединили. Дальше соединяем посередине с 11-м столбиком, который находится в серединке. Продолжаем. 2 воздушные петли. 1, 2. Находим следующую цепочку. Вот она, столбик без накида. 2 воздушные петли. А здесь на мотиве находим, он у нас 3. 1, 2, 3. 3 столбик
с накидом посерединке. Самый-самый столбик посерединке. Еще раз. 1, 2, 3. Вот он. Заводим крючок, провязываем столбик без накида. Вот как сейчас выглядит соединение. Посмотрите. Мы соединили ровно с половиной нашего мотива. Давайте дальше продолжим. Теперь отсчитываем снова 3 столбик. Я его отметила галочкой. Галочки, конечно, очень красивые, но как умею, так и рисую. Итак, для начала соединяем с узором. Это 2 воздушные петли. 1, 2. В узоре у нас идет галочка на очереди. Поглядите, у вас тоже должна быть галочка. Соединили 2 воздушные петли. 1, 2, 3. Заводим крючок в вершинку 3-го столбика с накидом. Соединяем столбиком без накида. Вот. Опять схема. Теперь соединяем с 4-м столбиком с 1 накидом. Тоже отметила его галочкой. 2 воздушные петли. Находим на узоре после галочки цепочку. Соединяем столбиком без накида. 2 воздушные петли. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4. 4-й столбик. Соединяем столбиком без накида. Здесь очень важно. Сначала мы с 4-ми столбиками соединяли, потом 2 раза с 3-ми и снова 4-й. Соединяем под цепочкой из воздушных петель. 2 воздушные петли. Находим цепочку у узора, соединяем столбиком без накида. 2 воздушные петли. У мотива находим цепочку из 3 воздушных петель. Соединяем под ней столбиком без накида. Вот что у нас получается. Новое соединение у нас будет со 2-м столбиком с накидом. Это дополнительное соединение, которое не было в начале мотива. 2 воздушные петли. Находим галочку у узора. Соединяем столбиком без накида. Вот как получилось. Затем делаем еще 2 воздушные петли. 1, 2. Находим наши 2 столбика. 1, 2. Вершинку 2-го столбика провязываем столбик без накида. В начале мотива здесь мы не соединяли, а тут соединяем. Это очень важный момент. Не запутайтесь тут. Затем делаем 2 воздушные петли. Находим узор. Здесь у нас цепочка. И провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. Возвращаемся к нашей схеме, потому что будем соединять в уголке. Как я уже показывала, в уголке можно соединять под цепочкой, а здесь у меня мотивы соединены. Поэтому я завожу крючок прям в столбик без накида и провязываю столбик без накида. И вот что у нас с вами должно получиться. Мотив соединяется в 10 местах. Это очень важно, чтобы у нас ровненько было от края до края узор. 3 ряда всего должно быть в одном мотиве. А дальше будем соединять точно по такому же принципу. Все оставшиеся мотивчики. Посмотрите, вот мы в уголке соединили. Делаем 2 воздушные петли, соединяем под цепочкой. 2 воздушные петли. И сейчас возвращаемся к началу нашего мотива. Соединяем тут под цепочкой. 2 воздушные петли. Соединяем с галочкой. Вот. 2 воздушные петли. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. Соединяем с 4-м столбиком. 2 воздушные петли. Соединяем с цепочкой.
2 воздушные петли, снова отсчитываем 4 столбик. 1, 2, 3, 4. Соединили. Просто нажимайте на паузу, видео перематываем назад и вместе со мной продолжаем соединять. Вот как должно получиться. Очень ровненько, аккуратно, посмотрите. Потом, когда мы прогладим, у нас вообще все выровняется. Все наши петельки, и полотно получается очень красивое. Далее наша задача обвязать кофточку. Вот снизу под полумотивом показан узор. 3 столбика без накида пико, 3 столбика без накида пико. Под пико мы должны пропустить 1 воздушную петлю. Итак, давайте приступим. Вот низ нашей кофточки. Будем вязать прям в петли воздушные. В начале ряда делаем первую рабочую петлю. Находим любую петлю у края. Я вяжу от края, вы, наверное, уже соединили спинку, полочку. Заводим крючок. В начале ряда делаем воздушную петлю подъема. И в эту же петлю провязываем первый столбик. 1 столбик. Затем во вторую петлю провязываем 2 столбик без накида и в третью 3 столбик без накида. Вот они, 3 столбика без накида. Далее вяжем пико. Это 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Крючок заводим в первую петлю и соединяем пико. Под пико обязательно пропустите воздушную петлю. Вот ее пропустили. Заводим крючок в следующую петлю и, начиная с нее, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 3 столбика без накида. Затем делаем пико. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заводим крючок в первую воздушную петлю и соединяем. Пропускаем снизу 1 петлю, заводим крючок в следующую петлю и, начиная с нее, провязываем 1, 2, 3. 3 столбика без накида. Поглядите. Далее пико. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заводим крючок в первую петельку. Соединяем пико. Снизу пропускаем 1 воздушную петлю. Заводим крючок в следующую петлю и, начиная с нее, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот какой узор у нас получается. Очень простой, но при этом такой нежный, красивый. Нам сейчас нужно обвязать низ нашей кофточки, края рукавов и обязательно обвязать горловину. При обвязывании полумотивов вяжем за боковые стеночки, за боковые петли. Главное, смотрите, чтобы у вас не было вязания стянуто. Итак, посмотрите, вяжем мы по кругу весь ряд, а в конце соединяем с первым столбиком без накида. Заводим крючок за обе стенки и соединяем. Я надеюсь, что у вас все получается. Если что, задавайте вопросы в комментариях, я на них всегда отвечаю. В итоге должна получиться невероятно красивая кофточка. Присылайте фотографии своих работ в группы ВКонтакте, Одноклассники и отмечайте меня в Инстаграме. Мне всегда очень интересно наблюдать за вашими работами. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!